События 2020 года сделали так, что мировое сообщество узнало о Беларуси, проблемах нашей страны и о солидарности белорусов, о которой точно будут слагать легенды. Светлана Тихановская, избранная народом лидер, и ее команда делают все возможное и порой невозможное, чтобы Беларусь оставалась на повестке. Этому способствуют рабочие визиты в разные страны. Специально для канала «Страна для жизни» Светлана Тихановская покажет изнанку таких рабочих поездок. И начнет она свой рассказ в Америке. Оставайтесь с нами, это канал «Страна для жизни», дневник президента, день 1. Смотрим. Здравствуйте, мои хорошие. Знаете, мне казалось, вам всегда интересно, как проходят мои официальные визиты в разные страны, но никогда не было возможности записывать. Я стеснялась. И сейчас я решила, наверное, записать, как проходят мои рабочие дни в разных странах. И выбрала Америку, потому что это самая длительная поездка. Будет много всяких разных случаев, только официальных. Наверное, интересно. Поэтому я не блогер. Мне это все очень некомфортно, но я думаю, что это интересно вам. И я еду, лечу с тяжелым сердцем, потому что тяжело наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, но тем я стараюсь делать все возможное, чтобы это все быстрее закончилось. И я благодарна каждому, кто тоже не сдается и делает все для того, чтобы наши любимые в Москве вышли из тюрьмы и вместе смогли строить новую страну для жизни. Поэтому я надеюсь, что у меня будет время записать хотя бы вот так вот на сервис, если что я делаю 9 часов полет. Лечу первый раз в Америку. Конечно, будет поездка достаточно тяжелая. Я увижу много не в этот раз. Но постараюсь делиться всем. Я благодарю каждого волонтера, каждого спортсмена, каждого студента, каждого работника культуры, каждого медика, каждого правозащитника, каждого рабочего, который мне сдается, которые понимают, что за нами правда. И страдания наших близких в тюрьмах не напрасно, они пожертвовали своей свободой, своим здоровьем и некоторой жизнью, чтобы дать нам возможность продолжать бороться и не опускать руки. Еще раз вас всех благодарю. Я смотрю сейчас на Минск, на Гродно, обрушилась стихия, мы когда из Вильнюса улетали, тоже рейс был отложен. Мы уже слетели в самолете, выехали на Золотую полосу и начался шторм. Нам пришлось вернуться на место стоянки, мы 50 стояли, ждали, и потом вылетели. Я думаю, чтобы все обошлось в Минске. Для Светланы это действительно новый опыт, но даже несмотря на плотный график, она старалась что-то снимать для вас. Вот, например, по прилету в Вашингтон Светлану встретила посол США Джули Фишер. Это только первый выпуск, дальше больше, это точно. Поездки Светланы не обходятся без многочисленных интервью, так все больше и больше людей понимают, что борьба в Беларуси не окончена, и нам все еще нужна поддержка. Сейчас вы увидите кадры того, как Светлана готовится к одному из таких интервью на Voice of America. Если вас что-то не устраивает,
7 это самое позднее, конечно. Встреча с белорусами – это неотъемлемая часть поездки. Просто посмотрите, как Светлану встречают в Вашингтоне. Детки вас ждут. Пойдем с нами? Какая, на ваш взгляд, главная этой войны, прошлитесь с тобой вы направо. Светлана Тихановская обратилась к диаспоре, а затем ответила на их вопросы. Ответ на вопрос, что делать, если я просто белорус, тоже присутствует. Святы вялікі, добрый день, мои дорогие белорусы. Я вельмі рада быць тут і бачыць усіх вас. Усё гэта кажа пра тое, як далёка мы, беларусы, прайшлі па дарозе да свабоды нашай радзімы. Ці маглі мы раней сабе ўявіць, што Беларусь будуць прымаць на такім узроўні ў Вашынгтоне, што ўвесь свет будзе ставіць у прыклад смеласць і годнасць беларусаў, і што за один год мы здолеем найти столькі партнераў. Я вельмі прашу вас, пішыце лісты палізняволеным, дапамагайце тым, хто ў Беларусі. Рабіце ўсё, што дапамагае нам прыблізіць нашу перамогу. Каб усе беларусы маглі быць разам не толькі ў сэрцы, але на свабодзе ў нашым агульным доме, нашай радзіме. Жыве Беларусь! Хотите погасить музыку? Санкции вы планируете обсудить? Какие санкции? Секторальные, присоединяйтесь к санкциям. Я тоже просто белоруска. Да. И задают вопрос, что мы можем сделать, чтобы все изменить, а мы уже делаем. Понимаете, не будет так, что что-то вот случится и все поменяется. Это процесс. И мы в нем на самом деле побеждаем. Уже год мы противостоим. У них оружие, у них сила, да, они пытаются всячески людей, как сказать, цивилизованно заткнуть. Сдаваться нельзя. Да, вот именно. И вот это вот каждая капелька помощи, она важна. И когда одна капелька, когда нас 9 миллионов, это уже целое море, целый океан помощи. Поэтому продолжайте то, что вы делаете. Больше сделать. Ну что еще можно больше сделать? Да. Пишите письма, помогайте финансово, говорите о нас, общайтесь с местным руководством страны, это я уже ко всем диаспорам обращаюсь. Подключайтесь к акциям солидарности, сами их организуйте. Это международная поддержка, она очень сильно давит на режим. Это вам кажется, что ничего не происходит. Там идут очень глубокие процессы внутри страны. И режим понимает, что он пытается задавить, а ничего не получается. Понимаете, это уже процесс. Поэтому критически вот так вот что-то случится, кто-то придет и всех спасет, такого не будет. Это все в руках белорусов внутри страны, в руках белорусов, вот вас с нами. Поэтому просто не сдаваться, потому что устали все. На самом деле это очень тяжелая борьба. Все устали.
пошли, отдохнули недельку-две и дальше продолжайте выходить, продолжайте общаться. Ищите семьи, которым, возможно, нужна помощь. Сейчас острая нехватка адвокатов, потому что сажают и люди боятся. Даже если есть адвокаты, всю весну посадили. Невозможно семьям оплачивать этих адвокатов, фандрайзите еще. Я говорю, у нас мы такие... Я первое время, мне очень тяжело было на встречах с лидерами помощи просить, потому что мы белорусы такие, мы все сами как-то стиглые такие. А сейчас приходит тот момент, когда надо об этом просить. И я прошу вас, фандрайзить, это новое для меня слово. Вот, и потому что нужно, чтобы гражданское общество выжило. Только так, когда структуры работают, когда масс-медиа работает, он весь Дубай должен был выехать. Все газеты закрыли, тоже вынуждены выехать, им всем нужна помощь. Работа не пошатый край, как говорится. Поэтому продолжайте, ищите новые возможности, и все получится. У нас не может исчезнуть вера, это самое главное. Те люди, которые сидят в тюрьме, пишут письма. Они не могут ничего оттуда сделать, но они бывают более воодушевлены даже, чем мы. Потому что им больше не на кого надеяться, и что взять, остановиться, нет. И Лукашенко это понимает, что белорусы не остановятся. Вот в этом наша сила. Далее была встреча Светланы и ее команды с Джули Фишер, послом США. Итоги первого дня подведет сама Светлана. Хочется отметить, что не все моменты поездки могут быть публичными, но насколько возможно, сегодня вы увидели, как проходит рабочая поездка Светланы. С каждым днем мы будем стараться показывать чуть больше, чтобы вы понимали, сколько труда вкладывается в то, чтобы проблемы белорусов больше не замалчивались, а наоборот стали публичными, и сколько сил положено на то, чтобы помочь приблизить нашу победу. Добрый вечер, моя дорогая страна для жизни. Воскресенье подошло к концу. Сегодня был такой вводный день, я бы сказала. Дала несколько интервью американским СМИ. И также была встреча с белорусской диаспорой. Я была рада очень видеть всех тех, кто с нами борется за океаном. Было на встрече очень много деток, и я подхожу на эту встречу, и мне сразу в мыслях детки Тони Коноваловой, которая сейчас в Варшаве без мамы и папы. Подумалось о детях Ольги Золотарь, о 5, и то, как они уже долго ее не видели. То есть такие смешанные чувства, когда ты вроде и рад, что ты встречаешься с белорусами, которые активно нам помогают, поддерживают, как могут. И все равно эти мысли смешиваются с болью и горечью от того, что столько детей сейчас без своих родителей. И это очень больно. Вот вечером была встреча с Джулией Фишер и другими некоторыми политиками, обсуждали политические встречи на ближайших 2 дня, о которых я вам расскажу уже завтра. Хотела видео записывать периодически в течение всего дня, но как-то все не выходит. Наверное, к этому надо учиться каким-то образом все время с собой, чтобы телефон был. Вот, но я постараюсь. Спокойной вам ночи, всего хорошего. На сегодня все, увидимся завтра, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео. Живе Беларусь!